Прошедшая неделя на крипторынке стала одной из самых активных и непредсказуемых за последнее время, ведь вспомните, когда еще биткоин сначала падал ниже 50 тысяч, а после резко восстанавливался на 25%. Буквально каждый день что-то происходило, и это оказывало влияние на биткоин. И конечно же в центре внимания была угроза начала глобальной рецессии. Но несмотря на то, что разные банки, как например Goldman Sachs, повысили вероятность начала рецессии в следующем году до 25%, последние данные по рынку труда говорят о том, что теперь рецессия не угрожает экономике США. Реакция фондов рынка и биткоина на такие отчеты была само собой положительная. Тем более правительство США опубликовало план спасения экономики путем выкупа облигаций, что еще раз повышает вероятность уменьшения ставки ФРС в сентябре. Но напряжение на рынке все равно продолжает оставаться, ведь на следующей неделе, 14 числа, опубликуют данные по ИПЦ за июль, которые расставят все точки над «и». После того, как в начале августа фондовый рынок потерял около 4 триллионов долларов, инвесторы стали более внимательно изучать экономические данные, а ИПЦ – это самый важный отчет, который отображает уровень инфляции в США. И вы только представьте, что будет с рынками, если в следующую среду мы увидим рост инфляции выше 3%. Скажу сразу, 50 тысяч в таком случае станут первым сопротивлением. Особенно в то время, пока на графике биткоина его цена сформировала крест смерти. Но стоит ли нам переживать, если даже официальные прогнозы по ИПЦ составляют меньше 3%, а большие фонды возобновили накопление биткоина в преддверии 14 августа? Это я, конечно же, разберу в этом ролике. Сегодня мы не только подведем итоги прошедшей недели, но и обсудим множество событий, а также данных, которые окажут прямое влияние на биткоин в ближайшее время. Я расскажу, какой ИПЦ будет на следующей неделе, как он повлияет на биткоин и решение ФРС в сентябре. Благодаря данным по накоплению я покажу вам ключевые уровни для покупки биткоина, отвечу на вопрос, как экономика Японии влияет на криптовалюту. Вы узнаете, смогут ли 1,3 миллиарда новых USDT поднять биткоин выше уровня 65 тысяч, где находится дно рынка, почему эфир готов пробить уровень 3000 долларов, как первое заседание лидеров криптоиндустрии в Белом доме изменит правила регулирования, а также я вам расскажу про апелляцию SEC в историческом судебном деле с компанией Ripple. И дополнительно мы разберем много всего другого. Поэтому если вы до сих пор не поставили лайк, сделайте это прямо сейчас. И чем быстрее мы наберем 1500 лайков, тем раньше мы выложим новое интересное видео. Ваша поддержка для нас очень важна, поэтому вам заранее спасибо. Всем приятного просмотра. С вами Влад. Вы на канале Coin22. Мы начинаем. Итак, дорогие друзья, начнем с небольшого разбора причин роста крипторынка, который произошел под конец этой недели. При этом по каждой причине роста я дам дополнительные комментарии, чтобы понимать, какое влияние это будет оказывать на цену биткоина и других монет в будущем. Как бы это странно ни звучало, но рынок вырос из-за того, из-за чего, собственно говоря, и упал. И я имею в виду данные по рынку труда в США. В четверг был опубликован отчет по количеству заявок на пособие по безработице, который оказался ниже ожиданий. Это стало дополнительным подтверждением того, что экономика США далека от рецессии, как я говорил в наших двух последних видео, из-за чего акции биткоин начали активно расти. Кстати, как только опубликовали данный отчет, мы сразу выложили его в нашем телеграм-канале. И перед тем, как биткоин пробил 60 тысяч, мы сообщили вам, что это очень положительный фактор для его роста. Подписчики нашего телеграм получают важную информацию и актуальные новости раньше всех, а будущий ИПЦ 14 августа, который мы разберем во второй половине этого видео, мы также первыми опубликуем в нашем телеграм. Так что подписывайтесь и абсолютно бесплатно оставайтесь в курсе всех событий. Как вы уже поняли, отчет по рынку труда в четверг оказался ниже ожиданий. В обычное время, пару месяцев назад, такие данные наоборот были бы негативными, ведь для будущего снижения ставки ФРС необходимо видеть больше заявок на пособие. Но после роста безработицы до уровня 4,3% эти данные сняли напряжение не только с фондового, но и крипторынка, поскольку они подтверждают, что рецессия, о которой все кричали на этой неделе, не наступила и вряд ли наступит в ближайшее время. Тем не менее, восстановлению фондового рынка напрямую способствовало правительство США, которое разработало специальный план спасения экономики. Согласно вот этому документу, Америка запустила специальную программу выкупа своих облигаций на сумму 50 миллиардов долларов до конца октября, а облигации будут скупать в 3 этапа: 8,5 миллиардов долларов в августе, 31,5 миллиардов долларов в сентябре и 10 миллиардов в октябре. Это
это, безусловно, положительный фактор для биткоина, потому что США проводят такие программы во время снижения ставок ФРС. Ведь со снижением ставок падает и доходность облигаций, а так правительство надеется поддержать цены на облигации и сохранять их доходность под контролем. Таким образом, мы теперь более чем уверены, что ставку все-таки понизят в сентябре, и большинство склоняется к тому, что это будет целых 0,50%. Ранее я неоднократно вам говорил, что низкая процентная ставка ФРС всегда рассматривается как положительный фактор, ведь в это время инвесторы активно покупают более рискованные активы, а именно акции и крипту. Это прекрасно понимают и в правительстве США, за счет чего и было принято решение начать программу выкупа облигаций, которая уже не так привлекательна, как это было ранее. Но вот в чем проблема. Снижение ставки ФРС приводит к падению индекса доллара, из-за чего другие мировые валюты, наоборот, растут. И в данной ситуации особого внимания заслуживает именно японская иена, которая выросла не только из-за падения доллара, а еще из-за повышения ставок ЦБ Японии. Как я говорил в прошлом ролике, это сильно ударило по carry-трейдерам, которые брали кредиты в Японии под низкий процент, а после инвестировали их в акции и криптовалюту. Но когда ЦБ Японии поднял ставки, возвращать уже пришлось гораздо больше, из-за чего инвесторы приступили продавать активы, что еще сильнее давило на рынок. Тем не менее, в начале недели глава ЦБ Японии лично сказала, что они не будут повышать процентные ставки, пока рынки нестабильны. А значит, предстоящее смягчение денежно-кредитной политики ФРС в сентябре не должно вызвать еще один обвал. Ведь, как я сказал ранее, снижение ставки следует рассматривать как положительный сигнал. Из фундаментальных причин роста мы также еще можем отметить накопление со стороны фондов. Ведь начиная со среды биткоин ETF приступили фиксировать приток капитала, который в четверг уже составил 192 миллиона долларов. И я думаю, вы знаете, что биткоины для ETF покупают напрямую на рынке. А вот из других технических данных мы сразу можем выделить отток с бирж. Ведь баланс биткоина на биржах достиг пятилетнего минимума в 2,6 миллиона биткоинов после падения на 10,9% за последние 90 дней. А еще наблюдалось накопление биткоина от китов с балансом от 10 до 1000 монет, которые покупали биткоин на уровне 50 тысяч долларов. Как вы видите, рынок вырос не просто так. Причем все эти данные мы постепенно получали на протяжении недели. И кстати, именно на основе экономических отчетов и сетевой метрики аналитики нашей подписки Coin22 Pro подготавливали для всех участников сделки. Таким образом, участники Pro заработали от 80% на росте монеты Link после пробоя важного сопротивления на уровне 10 долларов, от 75% на лонгах по Atom, от 50% на резком скачке AVAX выше 20 долларов, а также на многих других сделках. Формат подписки Pro заключается в предоставлении подробной аналитики с готовыми точками входа, что позволяет вам не тратить время на анализ рынка. Плюс к этому мы предоставляем подробное обучение на старте, чтобы каждый новичок, благодаря полноценным практическим урокам со специалистами, смог освоить торговлю на крипторынке, а все становится еще удобней за счет нашей поддержки 24/7, которая готова ответить на любые ваши вопросы. А чтобы как киты покупать на дне и зарабатывать на этом, мы поможем вам собрать спотовый портфель из перспективных монет в долгосрок. Аналитики Pro каждый день публикуют прибыльные сделки, особенно в преддверии важных событий, как, например, IPC 14 числа. Поэтому, чтобы не упустить движение рынка, переходите и напишите нам по ссылке в описании. Теперь, когда мы четко убедились в том, что биткоин напрямую связан с экономикой США и активно реагирует на разные данные, мы можем переходить к главной теме ролика, а именно предстоящему IPC 14 августа. Ведь именно от него будет зависеть, снизит ли ФРС ставку на 0,5% или все же на 0,25%. Давайте сразу посмотрим, что нам говорят официальные прогнозы. На данный момент шансы на снижение ставки на 0,5% выше и составляют 54%, в то время как вероятность сокращения ставки на 0,25% составляет 45%. Тем временем ожидается, что инфляция за июль упадет ниже 3% и составит 2,9%, что, кстати, максимально близко к цели ФРС, которая составляет 2%. Но какой ИПЦ будет на самом деле и как же это повлияет на биткоин? По факту, если отталкиваться от безработицы, которая пробила двухлетний максимум в 4,3%, то мы можем предположить, что скорее всего ИПЦ будет ниже 2,9%. А судя по тому, как прогнозы отличались от реальных данных в последние 4 месяца, то ИПЦ может упасть до 2,8%. Это вполне реальная цифра. Таким образом, я ожидаю, что инфляция продолжит снижаться. Расходы на рабочую силу больше не представляют сильную угрозу целевому показателю инфляции ФРС в 2%, поскольку рост рабочей силы совпал с падением спроса на рабочих. Между тем, давление на рост цен из-за ослабления потребительского спроса усиливается и возвращает инфляцию к уровню 2019 года, в то время как годовой темп базовой инфляции вероятно останется на текущем уровне до конца года.
годовой темп инфляции, по всей видимости, снизится до целевого показателя ФРС. Следовательно, на фоне все более тревожных условий на рынке труда, я ожидаю, что ФРС посчитает, что инфляция находится рядом со своим целевым показателем. И, конечно же, они приступят снижать ставку в сентябре. В принципе, это говорят и сами политики ФРС, ведь на днях президент ФРС Бостона Сьюзан Коллинс сказал: если данные продолжат развиваться так, как я ожидаю, я считаю, что вскоре будет уместно начать корректировать политику и смягчать ее ограничительную силу. Мой прогноз – постепенное снижение до наших 2% на фоне здорового рынка труда. А если говорить, насколько же понизят ставку, то я склоняюсь на уровень в 0,5%, ведь согласно аналитикам Bloomberg, ФРС очень часто начинала цикл смягчений именно с 0,5%. Из этого нам 100% необходимо готовиться к публикации ПЦ 14 числа, потому что есть большая вероятность, что данные будут ниже прогноза в 2,9%. А если посмотреть на реакцию биткоина, когда опубликовали прошлый ПЦ 11 июля, его цена вообще сформировала локальный бычий тренд до уровня $70 тысяч. Но повторится ли такое движение на этот раз? Согласно отчету от фирмы Metrixport, биткоин может начать активное восстановление после данных по ИПЦ на следующей неделе. Metrixport заявила, что предупредила своих клиентов о том, что объем торговли и ликвидности в августе оставались очень низкими, и это выступает положительным фактором. В принципе, как я вам сказал ранее, биткоин достаточно резко восстановился после того, как он протестировал поддержку ниже 50 тысяч. И по этому поводу популярный аналитик Михаэль Ван Депонне прогнозирует, что биткоин может достичь нового максимального уровня к октябрю. В своем отчете аналитик предполагает, что биткоин формирует V-образное восстановление, что означает быстрый и сильный отскок после большого падения. Он сравнил это движение цены с фазой во время пандемии и пришел к выводу, что история повторяется, и биткоин потенциально готов для будущего роста. В принципе, с таким среднесрочным сценарием я соглашусь, и ближе к осени, перед выборами в США, мы реально можем увидеть новый максимум, около 75 тысяч. Также есть мнение, что падение биткоина на 25% было медвежьей ловушкой, которая уже закончена. Для общего понимания, медвежья ловушка – это форма скоординированной, но контролируемой продажи, которая создает временное падение цены актива. Обычно она включает в себя сильную коррекцию во время долгосрочного восходящего тренда, как, например, сейчас. Согласно классической схеме медвежьей ловушки, это сигнал, после которого наступает параболитическая фаза восстановления, а также рост, как это было в предыдущих циклах биткоина. Вот только есть небольшой нюанс, что в случае с V-образным восстановлением, что с формированием бычьей ловушки, все эти сигналы работают в долгосрочной перспективе. То есть пока биткоин пробьет 70 тысяч, то мы имеем потенциал на локальное снижение. Ведь уже в этом случае на графике биткоина образовался крест смерти, потому что 50-дневная SMI пересекается с 200-дневной, за счет чего я не исключаю повторное снижение. Но этим я ни в коем случае не хочу вас напугать, а наоборот подготовить. Ведь как вы видите, пока розничные инвесторы сливали биткоин, киты и фонды, не раздумывая покупали на самых минимальных уровнях. И поверьте, если бы было продаж еще больше, то крупные холдеры скупили бы все. Посмотрите на вот этот индекс Bitcoin Coinbase Premium. Он стал положительным, что говорит нам о наличии институционального спроса на бирже Coinbase. И это подталкивает цену биткоина вверх. Так теперь справедливый вопрос. Зачем продавать, пока большие игроки покупают? Также потенциальным сигналом на рост является выпуск новых монет USDT на 1,3 миллиардов долларов. А поскольку именно стейблкоины являются основным средством перехода из фиатной системы в криптовалюту, то это может сигнализировать о том, что инвесторы готовы откупать на просадке. Да, биткоин получил сопротивление в диапазоне ниже важного уровня 65 тысяч, но интерес к покупке по-прежнему сохраняется. Если ПЦ 14 числа будет ниже ожиданий, то это может усилить потенциал роста даже до уровня 70 тысяч под конец лета. И если перед публикацией данных по инфляции биткоин закрепится выше поддержки 60 тысяч, то следующий уровень будет 65. Но если вы хотите перестраховаться, то вы можете не покупать биткоин сейчас, а сделать это на локальных диапазонах спроса, которые находятся вот здесь, а также здесь. То есть вы можете установить 3 лимитных ордера на покупку. Также вы можете дождаться самого ИПЦ и после того, как данные будут опубликованы, принимать взвешенные решения. Но вы сами понимаете, что так вы теряете потенциал от этого первого эффекта, который оказывает самое сильное влияние на цену. Но при этом мы не можем быть на 100% уверены, что ИПЦ будет ниже ожиданий. Поэтому лично я буду страховать себя шортами на ключевых диапазонах, если цена резко пойдет вниз. Тем более наши аналитики Pro уже поделились
явились оптимальными уровнями для установки шортов. Но если в целом взвесить все за и против, то мы имеем больше шансов на рост, чем на падение, особенно в более широких временных рамках. Давайте будем откровенны, у криптовалюты теперь есть один большой фундаментальный фактор в виде поддержки от правительства США, при этом не только от республиканцев, но и от демократов. Например, в четверг в Белом доме провели криптокруглый стол, который собрала Харрис, где были известные представители криптоиндустрии, как, например, глава Ripple, Брэд Герлинхаус, Хейдер Адамс из Uniswap, гендиректор Circle, Джереми Аллер и другие. Они разработали возможности создания полноценной правовой базы для крипты, а также запуск регулирования. Ну и по классике они затронули вопрос увольнения Генслера с поста главы SEC. И у меня у одного такое ощущение, что по мнению политиков США, только Генслер мешает развитию крипты в Америке, ведь все проблемы скидывают на него. Но таким образом до ноября кандидаты в президенты могут еще сильнее улучшить благоприятные условия для масштабирования крипты. И кстати у Харрис из-за этого даже подскочил рейтинг до 49% на платформе Polymarket. Также кроме биткоина обязательно обратите внимание на эфир, ведь он все-таки удержался выше уровня $2000 в первые дни падения. Он зафиксировал приток в ETF и демонстрировал положительные сигналы в сети, как, например, накопление адресов с балансом от 10 до 100 тысяч монет. Также данные по притоку капитала в ETF показывают, что фонды заинтересованы в инвестировании в эфир, особенно BlackRock, который отправил в него почти $1 миллиард. Так что те, кто держит эфир, уже скорее всего его купили на просадке, ну а те, кто его не покупал, возьмите на карандаш. Ведь в сравнении с многими альтами он более стабильный, а также коррелирует с движением биткоина. А вот если вы холдер XRP, то вас наверняка интересует, что будет с ним дальше. На самом деле о победе в суде и о штрафе в размере $125 миллионов мы писали в нашем Telegram. Но несмотря на то, что суд принял решение в пользу Ripple, SEC уже начинает готовить апелляцию, и это сообщила одна журналистка после разговора с представителями SEC. И скорее всего Генслер будет тянуть это дело, пока не уйдет с SEC. Но в этом есть и другая сторона медали, ведь после выборов придет новый председатель, который наверняка будет положительно относиться к крипте, и он или она могут закрыть это дело, и вот тогда будет окончательная победа Ripple. Тем не менее XRP не показал такого роста, который был в прошлом году, и честно говоря вряд ли покажет, ведь все надеялись только на победу в суде. Но будем за ним следить, и если появится что-то интересное, то мы обязательно вам сообщим. И кстати, если вы желаете отдельный ролик на тему, как победа Ripple повлияет на криптоиндустрию, пишите в комментариях. Но на сегодня вот такое большое количество новостей мы разобрали, и теперь мы полностью готовы предстоящему ИПЦ, и что самое главное, знаем несколько сценариев развития событий. Более актуальной информацией, а также новостями мы, конечно же, продолжаем делиться в нашем Telegram, так что не забывайте подписываться, ставьте лайки и жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А с вами мы увидимся уже на следующей неделе, поэтому всем желаю удачи и хороших выходных. До скорых встреч!